Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать до третьего видео «Вопрос-ответ». Вопросов было очень много, давайте начнем. Как ты чувствуешь себя за границей долгое время? Не скучаешь по дому? По дому? Да. Вы знаете, где мой дом? Это очень сложно сказать, потому что я, конечно, родился в Словакии, я здесь жил долгое время, но я довольно долгое время жил и вне Словакии, в США, в Чехии, в Тайване, в Италии и где-то еще. Поэтому, да, Словакия мой. Если что, я чувствую какую-то связь с городом, где я родился, Кошице. А Словакия не очень. Я не могу остаться долго на одном месте. Сейчас, например, скучаю за Тайванем, и я уверен, что если я бы поехал в Тайвань, после 2 недель мне бы там просто не понравилось, я бы хотел где-то уехать еще где-то. Конечно, это неправильно, надо быть более толерантным, но если вопрос такой, скучаю я или нет, не могу сказать, что скучаю, но мне нравится постоянно менять окружающую среду. Расскажи, пожалуйста, какие различия есть между китайской культурой и западной? И главное, какие из них тебе особенно нравились или раздражали? Господи, это тема на миллион роликов. 1,000,001. Я не знаю, как еще больше высказать это, но китайская или тайваньская культура и западная культура так сильно отличаются очень. Я серьезно, если будет желание, я могу сделать больше роликов про эту тему. Что мне нравится? Во-первых, что мне нравится? Мне нравится вот эта культура, и я, кстати, не был никогда в Китае, я был только в Тайване. Там очень-очень безопасно. Тоже очень нравится, что люди все сделано удобно для людей, очень хорошие услуги. Все улыбаются, эта улыбка, конечно, фейк. Азиаты довольно часто, мы говорим, что азиаты довольно часто не честные, да? Все услужающие люди, которые работают в секторе услуг, все всегда улыбаются, у вас в первый, второй, третий день на Тайване, у вас ощущение, что вы король, что все вас любят. Ну, конечно, это не так, это просто профессиональная улыбка, и как только понимаете, что эта улыбка не честная, начинается психический ад, потому что вы начинаете вспоминать про все улыбки с всеми людьми, с которыми вы общались, и начинаете обсуждать, кто на самом деле ваш друг и кто нет, и кто был к вам честный, и кто нет. Тоже тема про отдельный ролик, но все-таки, несмотря на то, улыбка ли фейк или нет, улыбаться – это хорошо, и поэтому мне нравится, что люди улыбаются, что на Тайване все сделано так, чтобы было людям удобно, что там безопасно. Мне нравится, что они… Есть там такое чувство, что… не знаю, как это сказать на русском, что сообщество больше, чем один человек. Это, конечно, и хорошо, и нехорошо, но что мне на этом нравится, что у каждого есть чувство присутствия к какой-то команде. И это на самом деле очень важно, потому что это дает человеку самоуверение. Что не нравится? Опять 1,000,001 роликов я бы смог записать на эту тему. Мне очень не нравится, что они так эгоистичны, что у практически всех задние мысли, на очень много вещей смотрят через деньги, даже на такие вещи, где у нас это считается или считалось бы очень невежливым. Я бы смог очень много примеров подвесить, но, как сказал, если хотите, я могу записать очень много роликов по этой теме. Конечно, не нравится и раздражает всяческие физиологические проявления, я даже не знаю, как это на русском сказать, отрыгивает, кушает еду с открытыми губами и так далее, очень много вещей. Просто так раздражает, что быть в Тайване или в Китае очень сложно. Абсолютно уверен, что и на Западе есть очень много таких людей, но так как здесь людей не так много, их довольно льегко избежать. Но в Тайване там плотность населения огромная, нельзя их избежать, они везде. Мне нравится, что человек вбьется в вас и не скажет «извините». Мне нравится, когда есть человек,
и хочу его пропустить через дверь, я держу дверь, и он даже не посмотрит на меня, не скажет спасибо. Мелочи, но я, как уже сказал, я жил на Тайване 5 лет, и после 5 лет, вы знаете, там такое расположение вашей мысли, что вы даже начинаете думать, что они правы, и мы нет. Поэтому сложно об этом всем говорить, но еще раз, если будет желание, я с удовольствием об этом расскажу. По поводу темы, мне бы интересно было услышать у тебя о твоем родном языке и вообще об изучении славянских языков в целом. Успехов! Спасибо! Мой родной язык словацкий, он находится в западнославянской языковой семье вместе с чешским, польским, есть еще несколько языков, но самые основные чешский, польский, словацкий. Он, я думаю, отличается от русского где-то на 40%, что словарного запаса касается. Есть, это только мое ощущение, я уверен, что есть студии по этому поводу, и люди занимаются этим очень серьезно. Я говорю вот только как человек, который изучал русский. Да, думаю, что отличается где-то с 20 до 40%. Мы пишем на латинице. Что еще хотите услышать? Не знаю. Послушайте, заходите в интернет, посмотрите, называется ta3.com. Это телевидение, которое только новости показывает 24 часов в день, мне кажется. И услышите, как звучит словацкий язык. Мне хотелось бы слышать более личные истории из твоей жизни. Может быть, о странных опытах на твои путешествия на Тайване. Я уверен, что там были некоторые смешные ситуации, типа culture clash. Я уже жил в 9 странах, путешествовал бы где-то в 40 странах, поэтому я, хотя не самый опытный человек в мире, но есть интересные истории, о которых можно рассказать. Поэтому, если будет желание, я сделаю очень много роликов по этой теме. У меня такая довольно интересная жизнь с той точки зрения, что я жил в нескольких странах, причем участвовал в сообществе. Есть люди, которые живут в разных странах, но они не попадают в локальное сообщество. И я думаю, что мне это удалось. Вот, друзья, на этом все. Большое спасибо за все эти вопросы. Я очень рад, что вы мне задаваете их. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.